Так что же все-таки декодирует видео в Smart TV Box? CPU, то есть процессор, VPU, видеопроцессор юнит, или GPU, графический процессор? Разберемся в этом обзоре и также откроем такой небольшой секрет, почему же все-таки у каждого TV Box, вернее у каждой модели процессора, изображение разное, несмотря на то, что они декодируют цифру. На канале Технозон. Поехали. А помните, у меня было такое грандиознейшее видео, где мы сравнивали разные платформы, разные процессоры на качество изображения. И тогда победил NVIDIA Shield, и у каждого процессора были свои заморочки. Там MTK был на втором месте, AMLogic там, по-моему, на четвертом, Zidu, вернее не Zidu, а Realtek на третьем. И уже потом пошли там Allwinner и Rockchip. И вы знаете, вот мне тогда стало немножко обидно, почему? Потому что в комментах появились такие особые, ну я не назову их нормальными людьми, обычно там с матами. Ты там, пи-пи-пи, там, ты ни хрена не понимаешь, декодируют не VPU, декодируют, о каком VPU ты говоришь, ты врешь, для этого работает графический чип. И я, вот знаете, мне настолько не хотелось доказывать людям, что они просто-напросто некомпетентны, им лень было открыть Google и прочитать, что такое VPU. Поэтому и созрело данное видео. Я покажу, что же отвечает за декодирование видео. И объясню, объясню, почему же такое влияние есть на качество изображения у каждого процессора разное. Вернее, вот как-то так, оно масло-масляное. Но перед тем, как мы начнем, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, не пропускаем розыгрыши. Сейчас на момент съемки этого видео это Sony PlayStation 5, аж 2 штуки на 1 февраля, на 1 апреля. Две плоечки мы разыгрываем вообще обалденные. При этом не надо для этого быть там кем-то или что-то странное делать, нужно просто быть подписчиком. Этого все, это достаточно. Все, давайте переходим. Уж очень интересная тема. Смотрите, мы с вами видим, давайте мы начнем с обыкновенного момента на Википедии. Почему я беру с него и именно с кодека AV1? Здесь просто наглядно можно некоторые моменты посмотреть. Смотрите, когда мы опустимся до поддерживаемых платформ, они даже не процессоры, а платформы написали. Вот смотрите, у нас есть оборудование, которое поддерживает AV1 кодек. И здесь есть, в принципе, процессоры AMLogic, да, есть именно процессоры. Есть у нас тоже именно процессоры Intel Tiger Lake, Rocket Lake. Есть процессор MediaTek Dimensity или Dimensity 1000. Есть GeForce 30, RTD там. И тут у нас возникает вопрос, а что же такое, например, Chipset Media Wave 510A? Или что такое Allegro AL E195? А это и есть те самые VPU, которые осуществляют декодирование. Здесь вам будет более понятно, если я начну показывать вам это в виде блок-схем. В виде блок-схем самих процессоров. Сейчас у нас сейчас самый массовый процессор это AMLogic S905X3. На нем построено очень много и сертифицированных устройств, и устройств, которые, допустим, у нас есть масс-сектор китайский. И плюс я еще потом покажу на AMLogic пример, как работает с VPU и без VPU приставка, чтобы вы понимали, что за что отвечает. Так вот, CPU, центральный процессор, он может декодировать видео программно, но это будет тормозить. GPU всего лишь занимается обработкой 3D графикой и может заниматься компоновкой экрана на завершающих этапах. А вот декодированием занимается только VPU, так называемый видеопроцессор юнит. Если вы посмотрите сейчас на эту диаграмму, то вот у нас, видите, вот я мышкой вожу, это и есть наш процессор CPU. Вот он состоит из 4 ядер Cortex A55 третьего уровня кэша. Плюс у нас вот есть Mali G31, это GPU, который занимается 3D графикой, на него отведен кэш второго уровня. И немножечко ниже, мы здесь видим Cortex M4, NN акселератор, это все сопроцессоры. И вот он AVE10, это и есть тот самый VPU, это видеопроцессор юнит, который встраивается в саму по себе вот этот вот чип. То есть, знаете, вот вопрос, почему люди, они открывают, допустим, приставку, они видят один единый процессор, вернее, один единый вот этот вот чип, и они думают, что это один единый процессор, и это все, что есть.
То есть, а то, что в сам процессор встроены контроллеры, встроены, допустим, тот же VPU, GPU и сам по себе проц, они об этом не знают. То есть они как бы мыслят по старинке, что все это, или мыслят по аналогии с компьютером, где на компьютере есть центральный процессор, хотя сейчас уже выпускают точно в таком же типе, когда содержат видеоядро уже в самом процессоре. Там есть мосты, есть отдельно контроллер, ну хотя сейчас это тоже уже объединяют. Так вот, это все содержится в одном едином чипе, и процессор, и графический процессор, и вот этот вот самый VPU. Если брать, допустим, у нас вот в принципе хронологию, то в 905X был только AVE10, вот, да, потом добавились какие-то сопроцессоры в 922X, он тоже есть, вот он AVE10, видите, это везде эти сопроцессоры есть. И сейчас многие скажут, ну так это ты показываешь AMLogic, а скорее всего в других не так, да, не тут-то было. Давайте мы посмотрим с вами, ну, например, на, давайте ROG-чип. Если мы сразу же посмотрим не на блок-схему, а справа мы увидим есть CPU, есть память, есть GPU и есть VPU. Это очередное доказательство того, что я прав. То есть декодингом видео занимается конкретно VPU. И никакого отношения ни процессор, ни GPU к этому не имеет дела. Процессор имеет дело к декодингу только тогда, когда вы ставите софтвер, например, в MX Player или в режиме разработчика отключаете вообще нафиг использование ускорения видео. Это тоже здесь отображено. То есть вот видите, есть Graphics Engine, это как раз GPU. А есть вот 4К видеодекодер, это и есть тот самый VPU. Но здесь его просто так отобразили. Если мы возьмем с вами, например, Allwinner, то здесь все намного интереснее, допустим, показано. Это Allwinner вообще? Это HiSilicon. Да, смотрите, вот на HiSilicon то же самое. Есть у нас Quad-Core Cortex A53, есть 3D GPU и есть видеодекодер. Это и есть тот самый VPU. И такой есть на всех боксах. Та же самая Tegra X1, которая построена на платформе Maxwell. Вот Maxwell это у нас сама по себе платформа. Да, у нас есть 4 Cortex A57, 4 Cortex A53. Есть у нас дисплей-контроллер и есть вот видео, энкод и декодер. Вот он, вот это вот именно этот и есть CPU, вот вернее VPU. Вот так вот. Плюс у нас есть еще, вот, пожалуйста, Allwinner. Здесь тоже это все классно показано. Вот, пожалуйста, есть у нас Quad-Core Cortex A53, GPU G31 и Video Engine, это и есть VPU, который занимается декодированием. Но давайте мы немножечко пройдемся с вами по примеру на примере Xiaomi Mi Box. Почему же так вообще производители решили делать? Дело в том, что сам по себе процессор, ну, допустим, тот же AMLogic, он может туда включать, вернее, покупать технологию любого, скажем так, VPU, но так как они разрабатывают свою, то они включают AVE10. А другие производители процессоров не разрабатывают свою VPU и, допустим, могут купить у Chips and Media свой VPU. И, кстати, Chips and Media, я вам скажу, это тот VPU, который бы я, например, вставил бы в свой TV-бокс, если бы я его производил, потому что у него есть поддержка 4К 120 FPS, есть поддержка VP9.2, есть поддержка AV1, и это, ну, неплохой, то есть вы можете взять какой-нибудь процессор, ну, это очень дорого будет на самом деле. Это ARM архитектура, там надо пройти 7 кругов ада и иметь миллионы долларов для того, чтобы выпустить свой процессор какой-то кастомный с вот этим вот, допустим, с Chips and Media. Зачастую так вот выпускают телевизоры, когда там вы смотрите там no-name процессор Cortex A53. Это просто-напросто сам производитель, там, например, заказал у МТК этот процессор и туда добавили какой-нибудь VPU отдельный и вот получили какой-то такой процессор no-name. Давайте вернемся к нашим баранам, попробуем проиграть. Если мы с вами пойдем в настройку, где можно отключить VPU? Можно в режиме разработчиков. Давайте в настройки устройства. Если там такая опция есть здесь, то мы обязательно отключим. Смотрите, аппаратное ускорение визуализации, GPU. То есть это вот для двухмерного рисования, здесь это нам ни на что не повлияет. А вот здесь вот мы можем с вами отключить аппаратное наложение. Это значит, что мы отключим VPU и будет использоваться GPU при компоновке экрана. Вот это будет интересно. У нас он, кстати, пропал. То есть при включении этой опции у нас сразу перестанет работать аппаратное наложение. Скорее всего, тяжелое видео вы просто не посмотрите, потому что ваш CPU этого не вытянет. Но это мы сможем наглядно увидеть, например, в приложении
ну, MX Player Pro. Вот, ну, или любой MX Player, где можно переключать софтовый кодек и кодек аппаратный. Давайте MX Player. Вот, открываем MX Player. И у нас есть ряд тестовых роликов. Давайте вот проиграем с вами, например, LG New York 4K. Обыкновенный тестовый ролик, который прекрасно воспроизводится при использовании VPU. Но как только мы с вами здесь выберем не hardware кодек, а SV декодер, это и называется программный декодер при отключении VPU. Ну, вообще, по-моему, не проиграет. Воу! И вот вы видите вот такую вот ситуацию. То есть это тот случай, когда мне говорят, что ты дурак, ты не понимаешь, что это же цифра, и поэтому не может быть разной картинки. Оно выдает цифру на телевизор. Нет. Оно выдает абсолютно обработанный сигнал, вернее, абсолютно разный обработанный сигнал разными видеопроцессор-юнитами. В данном случае у нас картинка будет одинаковая только в SV. Если вы возьмете все эти приставки и включите MX Player Pro и поставите SV режим, картинка будет более-менее приблизительно одинаковая на всех. Но в SV режиме без VPU, а с помощью только лишь одного центрального процессора вы получите вот такую вот фигню. То же самое мы можем попробовать, ну, на Sony Veils Intonga. Это не самые тяжелые ролики, которые есть. Он сейчас воспроизводится HW, это Hardware Mode. Это значит, что он использует аппаратный декодер. А Software декодер это именно программный. Вот мы сейчас включаем программный и опять получим с вами жесткие тормоза. Поэтому вот у меня вот небольшой получился ликбез для всех тех, кто не понимает, что такое CPU, VPU и GPU. Я надеюсь, что я в этом видео раскрыл данный момент, и такого вопроса больше не возникнет у нас на YouTube канале. И если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.